Привет! Видео пустые баночки. SPF Hello Sunday мне не зашел, жирный, липкий, кожа блестела и еще и обсыпала от него. Набор от корейского бренда Abib. В целом неплохой базовый увлажняющий уход, хоть и желание повторить не появилось. После него не обсыпала, текстуры приятные. Пенка мне настолько понравилась, что я даже ее разрезала, чтобы использовать по максимуму. Эмульсии хватает надолго, можно наносить на тело, что я, собственно, и делала. Иногда ее даже хватало в соло и не наносила крем. Сыворотка и крем от Миша. Мега увлажняющая линейка. И она больше подойдет для межсезонья и для зимнего периода. Напомню, у меня комбинированная кожа. Поры не забивает, но немного липковат. Но вот эта липкость дает максимальную схватку с макияжем. Мне понравилось и хватает надолго. Самый лучший пилинг Гамаш, про который я говорила миллион лет назад, говорю и буду говорить, если они не испортят формулу. Он стоит копейки, я покупаю его постоянно уже несколько лет. Если вы пробовали маску Glam Glow оранжевую, вот она такая же по текстуре, только в разы дешевле. Нежные скрабирующие частички плюс кислоты. Идеально очищает, я ее использую как маску, наношу на влажное лицо, оставляю на несколько минут, а после прохожусь по проблемным зонам, активно массируя и смываю при помощи спонжа. Кожа гладкая, сияет, это просто святая банка. Противоотечный набор от Icon Skin. Здесь еще маска в наборе была, она топовая. Также мне очень понравился тоник, и в принципе их можно повторить. Крем для глаз наоборот не понравился, не чувствовала этого холодка, даже если заранее положить его в холодильник. Соответственно, повторять не буду. Особенно в летний период очень приятно пользоваться этой линейкой. Мицеллярная вода от любимых Эколотье, которую я постоянно покупаю, это для чувствительной кожи, без аромата, абсолютно не щипит глаза и хорошо смывает макияж. Идеальный крем для восстановления микробиома. Никакой липкости, жирности нет. Моя кожа осталась в полнейшем восторге после использования. Даже хочу либо его повторить, либо купить что-нибудь еще от этого бренда. Если вы после пилинга или солнца, или если сожгли кожу, идеальный крем за копейки. Я его использовала в комбо вот с этой сывороткой. Она прекраснейшая. Тоже бюджетная. Во-первых, нравится упаковка. Здесь видно, сколько продукта осталось, а я такое обожаю. Во-вторых, текстура легчайшая, максимально быстро впитывается без пленки, увлажняет кожу, восстанавливает ее. Восторг, одним словом. Набор корейских ампул для знакомства с брендом, либо для путешествий. Здесь 5 штук по 2 мл. Мне очень понравился набор. Одной ампулы хватало на 2 применения. В наборе был силиконовый колпачок для удобства открытия стеклянной ампулы, ну и хранения одновременно. Какой-то большой разницы между ними не увидела, но они так хорошо увлажняли, кожа выглядела упругой, напитанной, понравились. Ночной крем, который привезла с Кавказа, на основе минеральной воды и синтуки, которая является источником микроэлементов и позволяет повысить метаболизм клеток за счет увеличения активности ряда ферментов, и плюс в составе стандартизированной композиции из 7 витаминов группы В. Мне понравилась легкая текстура, поры не забил, лицо увлажнял, морщины, естественно, никуда не делись. Энзимная пектиновая маска от Гильтек. Обожаю. Огромная банка, 200 мл, хватает надолго. Я наносила и в соло, и под тоник с салициловой кислотой для более глубокого очищения пор. Поры становятся чище, черные точки светлее, тон кожи визуально выравнивается. Не первый раз уже хвалю Гильтек, ребята молодцы, как минимум начиная с продуманной упаковки. Если вы смотрели видео, где я раздолбала всю упаковку ретинола, то вы знаете, о чем я говорю. Ну и заканчивая составами. Это первый и пока единственный продукт, который я попробовала от Riche. Раньше очень скептически относилась к этому бренду, но вот этот тоник молочно-рисовый прекрасный. Кстати, только на него идеально ложился тот самый капризный тональный крем от Luxe Visage. Я писала про него пост в Telegram. И когда мне нужно было убрать шелушение, напитать и лучше увлажнить кожу, использовала этот тоник, сыворотку, которую ранее показывала, и крем. Вот это было трио для восстановления кожи. А еще это стекло и удобный формат спрея. Сыворотка Verific. Я в предыдущем видео про пустые баночки рассказывала про 2 набора, кому интересно, посмотрите. И эта сыворотка, получается, закончилась позже, чем крем, поэтому она здесь. Вкратце напомню, это больше уход подойдет для возрастной кожи, и обязательно крем наносите на чуть влажную кожу, либо на тоник, либо на вот эту сыворотку, иначе вы растянете свою кожу, ну и эффекта не будет. Хороший крем для глаз с голубым ретинолом. И хоть его текстура средней плотности, он максимально комфортно распределялся, быстро впитывался и не ощущался на коже. И я его наносила даже на все лицо.
Кожа под глазами выглядела хорошо, напитанной, увлажненной. Мне от Тиана очень нравятся ампулы. Я себе уже прикупила 2 новые упаковки, и если покопаться, у бренда можно найти бюджетные сокровища с хорошим составом. Какой-то день, листая Marketplace в поисках чего-то произведенного в России, вспомнила, что давно пробовала этот бренд и решила прикупить что-нибудь еще. Хорошая базовая сыворотка с гиалуроновой кислотой, легчайший пластик можно брать с собой, впитывается быстро и без липкости и увлажняет, но обязательно нужно закрывать ее кремом. И набор с витамином С, тоник и крем. Пигментацию не убрал, но я и не рассчитывала, все же это другая весовая категория, скажем так. Для меня линейка липкая, повторять 100% не буду, в основном использовала на тело. Это тоник из набора, но я не помню, где его брать. Состав типичный для средств, предназначенных для комби-кожи. Это комплекс кислот и центелла азиатская. Мне кислоты жизненно необходимы, я их использую на лицо и на тело. Каких-то вау-результатов не заметила, повторять не буду. Это я брала набор миниатюр для знакомства с брендом. Просто все забывала вам их показать. Собственно, это самые первые продукты, которые я попробовала от Icon Skin. Мне все понравилось, и я продолжила дальше закупаться. Это линейка для проблемной кожи. Флюид с тонирующим эффектом очень красиво лежит на коже. Фото можете посмотреть в Telegram. Классная очищающая маска, энзимный гель для умывания и тоник с охлаждающим эффектом. И 2 сыворотки против высыпаний. После применения у меня меньше выделялся себум, подсушились высыпания и, главное, не образовывались новые. Не было эффекта липкости и лицо выглядело матовым. Однозначно лайк. Нормальное базовое очищение от Mixit. Повторюсь, изначально я скептически относилась к Mixit, даже когда его рекламировал Собчак, но потом решила попробовать и теперь периодически что-то покупаю и слежу за новинками. За свою стоимость косметика хорошая. У меня в заначке лежат, ждут своего часа набор с микроиглами, а на момент записи видео я использую сыворотку с витамином С и сыворотку с ретинолом, которую, кстати, повторила. Про нее поговорим в другом видео и в Telegram припеваючи, а вот эффект от кислотной сыворотки я не помню, ну, значит, не произвела на меня никакого впечатления. Опять Icon Skin. К сожалению, это не подарок и не спонсорство. Неплохой крем для глаз с ретинолом из набора. Советую все-таки брать набором, так выходит выгоднее. Еще на Озон периодически продавец дает бонусы и какие-нибудь акции проходят. Как видно по упаковке, он мне понравился, раз разрезала. Использовала его еще на шею. Негативной реакции в виде ожога шелушений не было. Это ретинол для новичков. Кожа под глазами стала упругой и чуть плотнее. Продукты от Маскоголика. Хороший базовый гель для умывания, на утро идеально подходящий для бережного очищения без пересушивания. Минимальный расход, без отдушки, моей коже понравился. Так же, как и увлажняющий флюид с нежной текстурой в составе гиалуроновая кислота, сквалан и ниацинамид и ультраувлажняющая сыворотка с пептидным комплексом. Под приятным впечатлением осталось после использования этой линейки. В других видео я показывала маски, патчи, они мне тоже нравятся. Можно повторить и обязательно что-нибудь новое приобрести. Я попробовала всю радужную линейку от 7 Days, и, если честно, очень давно. Знаете, иметь студию для съемки — это плюс и минус одновременно. Из минусов все эти пустые банки могут храниться годами. И нет, мне не стыдно за мою лень. Итак, переходим к продуктам. Во-первых, мне очень нравится упаковка. Она яркая, красивая, цветовое сочетание мне очень нравится. И тактильные упаковки очень приятные. Плюс они продуманы. Такой же механизм, например, у Fenty Skin. А эти ребята выпустили раньше. Итак, продукты, которые мне очень понравились, и я повторила вот эту очищающую маску. Она, как в лучших традициях корейских глиняных масок, у нее кремовая текстура, и она не пересушивает кожу и не отваливается кусками. Здесь в составе цинк и центелла азиатская. Хорошо очищает, и ее легко смывать. Также мне понравилась тоже розовая, только другая очищающая маска. Кстати, у всех продуктов вот такого формата в комплекте идет лопаточка. Дальше. Извините, пожалуйста, что упаковка в таком отвратительном виде, но я брала его в Магнит Косметик, а там скотчем обмотали в несколько слоев. Желтый тюбик — это скраб для лица с содой.
с мелкодисперсными скрабирующими частичками для глубокого очищения. Он приятно охлаждает за счет ментола в составе. Если вас триггерит фраза «скраб для лица» и сразу флешбеки к скрабу с абрикосовой косточкой от «Чистая линия», либо перемотайте, либо поменяйте свое мнение. В Азии скрабами пользуются и трагедию не создают. В общем, скраб понравился. Раз в неделю для глубокого очищения. И если не любите или боитесь скраба, есть пилинг-скатка вот в такой оранжевой упаковке. Он энзимный для отшелушивания ороговевших клеток и улучшения текстуры кожи. Ну и чтобы дальнейший уход лучше проникал. Мне эти два средства тоже понравились. В голубом тюбике ночная питательная маска, но в отличие от маски Laneige ее я на ночь не оставляла. А в зеленой увлажняющая с экстрактом бамбука и огурца. По факту они одинаковые, особой разницы я не заметила. Обе хорошие для увлажнения кожи, если вы загорели или в межсезонный период, или после пилингов. Единственный продукт, который я не разрезала, это воздушная пенка. Вот она может пересушить кожу. Но тут еще, конечно, надо смотреть, в каких климатических условиях живете и какая у вас вода. Минимальный расход, хорошую пену дает, и всеми этими продуктами удобно пользоваться в душе. И последний — это два крема, увлажняющий и с витамином С, который мне не особо зашел. У него более плотная текстура, и у меня лицо быстро блестело с ним, даже не стала заканчивать. И увлажняющий крем, он идет 2 в 1, как маска и крем, и даже как база под макияж. Но я не рисковала, не хотела забитых пор, поэтому использовала ее просто как увлажняющую маску. По факту можно было выбрать что-то одно из вот этих 3 увлажняющих продуктов, но я же не знала и потратилась на все. Декора, как обычно, у меня мало, тем более бюджетного, показываю, что есть. Очень понравился консилер Fluid от Art Visage Aquavelle, легкий, в морщины не западал. Он мне понравился настолько, что я даже сняла ограничитель, чтобы выскрепсти все по максимуму. У меня оттенок 102. Гель для бровей, тоже Luxe Visage, неплохой, мои брови держал, конечно, не 12 часов, как заявлено. Удобная щетка, создает натуральный эффект, и я его брала в составе набора с вот этой тушью XXL. Проблемы всех тушей бюджетных, по крайней мере, что наши, что белорусских, они быстро высыхают, и некоторые даже еще до вскрытия. Здесь удобная для меня щеточка, хорошо прокрашивала ресницы. 2 консилера 7 Days, сводч можно посмотреть в шортс. Большой аппликатор, здесь очень много продукта, пигментированный, хорошо перекрывает несовершенства. Надписи, конечно, стираются, но это не проблема, упаковка тактильно приятная. 2 продукта для губ. Идеальная маска, которую хочется повторить. Максимально комфортная на губах, можно использовать и в дневное время. Питает, увлажняет губы. Я, девочки, амбассадор убитых губ, у меня всегда сухие губы, еще и герпес, так что я знаю, о чем говорю. Просто бюджетная находка. И бальзам, купленный для бесплатной доставки или действия промокода, и я не посмотрела, что он детский, но это полбеды. По факту он максимально выбеливает губы, плешивит, абсолютно не увлажняет. Я пыталась его закончить и использовать, естественно, только дома и в ночное время, когда у меня был герпес, но и ничего хорошего он не давал. Еще 2 туши. Я уже довольно долгое время не покупаю люксовые туши, не вижу в них смысла. Vivienne Sabo с комфортной для меня щеточкой, но, повторюсь, они быстро высыхают, и иногда даже на положенные 3 месяца их не хватает. И тушь Golden Rose, они обе хорошие, мои ресницы прокрашивали, кажется, обе отпечатывались, но у меня так со всеми. Скраб для тела с нереально приятным ароматом, красивым сиянием. В составе натуральная морская соль и гранулированный сахар, а также экстракт зеленого чая, масло макадамия и виноградной косточки. А еще очень красивый перламутровый пигмент, который придает коже сияние и блеск. Хорошее масло для кончиков волос от бренда из Алтая, не жирнит, приятный аромат, минимальный расход, волосы с ним выглядят красиво. Лучшая цена была в аптеке. Я даже писала пост в Телеграм, где сравнивала цену в Золотом яблоке и в аптеке. Гель для душа с приятным ароматом манго от Индекс Натуральности. Уже не раз говорила, что мне нравятся продукты для тела этого бренда, и периодически что-то новое покупаю. Не совсем понимаю, почему здесь только кондиционер, где шампунь, где первый этап, но да ладно. Мне эта линейка нравится, она для обладателей жирной кожи головы, и на лето вот этот охлаждающий эффект то, что нужно.
Кусковое мыло с ароматом лимона. Я сначала их кладу в постельное белье для ароматизации тканей, а затем они переселяются в ванную комнату. Хорошее классическое мыло в красивой упаковке. Хорошая гиалуроновая кислота для восполнения дефицита. Перед применением любого БАДа необходима консультация врача. А вот этот шампунь от аптечка Агафьи мне не зашел. Негативной реакции не было, но волосы уже к обеду становились жирными. Если у вас есть какие-то замечания, советы или рекомендации, дайте мне знать в комментариях. На сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.